Ну что, доброе морозное утро, ребятки, мои дорогие подписчики. О, ладушки, я рад вас видеть. Морозное утро понедельника, просто дикое морозное. Где-то сейчас идет в пригороде град сегодня, что очень редкое явление, как и снег для Буэнос-Айреса. И для всех тех, кто нам говорил, что здесь тепло, здесь такого вообще не бывает, пар валит изо рта. Я просто обалдеваю, воздух морозный, у меня прямо нос отмерз. Так что, если вы вдруг задумаете, особенно зимой в июне, июле, августе сюда лететь, не забудьте теплые вещи, даже флисовые и ботинки. Не пожалеете, и кальсоны. Утепляйтесь, ребята. Буэнос-Айресовская погода, она вообще полна сюрпризов. Вот магазинчиком цветов все равно абсолютно они все морозоустойчивые. Цветочки все еще стоят. Судя по цвету неба, что все-таки до нас дойдет что-нибудь такое, падающее с неба сегодня. Ребятки, за это время я хочу с вами поделиться. Многое произошло. Тут вышел еще указ такой спорный, который просто поставил все с ног на голову. 366/2025. И из-за него прям там начали вот лавочка прикрыта в Аргентине. Все, пора, короче говоря, сюда не ехать. Ну, я об этом чуть подробнее расскажу позже. И в своем инстаграм я уже, в принципе, поделился мнением об этом. Переходите по ссылочке в описании. Сможете больше контента увидеть и больше информации для себя почерпнуть. Но, тем не менее, нам удалось податься всей семье. Уже сдали отпечатки пальцев на ПМЖ сразу по воссоединению с нашим третьим ребенком аргентинцем. Что очень хорошо, потому что я слышал, что сейчас даже такая функция исчезает в электронном сервисе. То есть из-за нового указа нужно будет только на ВНЖ сначала подаваться, продлевать его, до 2 лет легально проживать здесь, но пока еще до конца прям не очень понятно, будет это все функционировать или нет. Вот, и мы даже отправили письма, завели дело о гражданстве, ребятки. Вот, только там возник казус сразу же. Казус такой, что сначала ты присылаешь полный пакет документов необходимый в распределительный центр, федеральный суд, который тебе уже назначает конкретный суд дальше. И фишка в том, что все сообщения от моей жены они получили. А у меня в отправленных есть мои сообщения, но в системе, там в суде их не появилось. И я не знаю, почему это так произошло вообще. Я туда ходил, разбирался, показывал распечатки со своей почты. Они говорят, а вы не один такой, кто в конце мая подал, а у нас просто нету писем. Вот нам приносят люди, что они отправили, у нас их нет. Я говорю, что делать в итоге? Промурыжился там, что делать-то мне? Вот как мне это все доказать, что я их отсылал? Он говорит, ну смотрите, есть волшебное решение. Ждать. Я говорю, день, неделю, а я не знаю. Где-то быстрее, где-то медленнее. Ну, короче, такая аргентинская штука. Ну, хотя бы у жены все двигается, не знаю. Буду бороться за это. Здесь много красивых мотоциклов. Это просто сказка. Ну, и несмотря на то, что, люди стараются особо, не выделываться, не понтоваться, там, роликсы не носят, и одежда, даже если люди богатые, стараются попроще одеваться. Плюс-минус все одинаково выглядят, но мотоциклов здесь достаточно много, таких классных. Смотришь на улице, все ездят на таких байках, такие все бруталы. Честно говоря, ребят, у меня устала рука. Нет, у меня не устала, она у меня отмерзла. Кстати, вот видите флаги вот здесь и наверху. Все дело в том, что 20 июня был праздник государственный, День флага аргентинского. А тут даже многие продавцы в магазинах были одеты в рубашечку, тоже голубо-белую. То есть отмечался праздник, и у нас были сейчас 3 дня выходных из-за этого. Я вот только выполз, честно говоря, вообще еще не верю в то, что у меня появилось время. Сейчас буду активно работать. Я за это время закрыл несколько сделок по сопровождению аренды недвижимости. То есть я людям подбирал жилье четко под их критерии, предлагал варианты, мы ходили на просмотры, я их сопровождал, помогал добиться более каких-то комфортных и выгодных условий для своих клиентов. Здорово, мне прям поперло в этом направлении. Я очень доволен, что людям удается помочь найти достойное, подходящее жилье под их бюджет. Ну и мне это позволяет жить сейчас. Также в аренде авто я сейчас тоже развиваюсь активно. Но основное направление все-таки недвижимость, а также предпродажная
подготовка, если это продажа недвижимости, то есть я оцениваю, как все выглядит, какие-то работы, если нужно провести по дому, даже если люди заселились, скажем, у них там нужно розетки переместить, там с уплотнителями что-то пошаманить, короче говоря, как handyman, да, you know, вот, это тоже все ко мне, поэтому я за это время, присосал к себе много новых возможностей, и пришлось преодолевать много своих страхов очень. Все это был дичайший стресс. Мы недавно еще были просто на грани развода. Месяц-два назад это был прям очень тяжелый кризис в отношениях. Но вот, кажется, все налаживается. Главным образом потому, что я говорю себе, не останавливайся, пробуй. Если что-то не работает, пробуй, продолжай двигаться. Хотя бы по сантиметру в день. Так, вот я в магазинчик пошел. Короче, в Диа сейчас зайду и возьму себе шоколадных шариков. Ситуация такая, что мы съели все эти шарики, поэтому нужно идти в следующий магазин. У моей жены есть любимые шоколадные шарики. У меня они тоже, кстати, стали любимыми. Они настолько любимые, что приходится обходить 4 или 5 ближайших магазинов Диа, где они продаются. И мы их просто выедаем раньше, чем у них поставки этих шариков. Это я брожу по району каждое утро понедельника, ищу. Здесь дома расположены прям вплотную друг к другу. И прикольно наблюдать, как там располагаются типа строители. И это все происходит прям буквально на стенах соседних зданий. Я прибежал домой, к слову, шарики так и не получилось найти. Поэтому пойду греться, чай пить. И те, кто за мной следят в Инстаграм, они уже это видели. Поэтому, если вы хотите пораньше узнавать обо всех важных детальках, и не только важных, а вообще о жизни в Аргентине, милости прошу в свой Инстаграм. Ссылочка все еще лежит в описании. А вот это... Та-дам! Обалдеть, я прям сейчас до сих пор помню свои первые впечатления, когда ты увидел вживую плоды вот этого переезда, плоды труда, и как же сильно это придало сил. Ребятки, это величайте, приветствуйте, аргентинский паспорт. То, ребятки, я рад вас всех видеть. Ну, точнее, и вы, надеюсь, тоже, да, вы меня видите, а я вас вижу только в комментариях, поэтому давайте пишите комментарии. Обязательно пообщаемся, я вообще очень активен в комментах. На своих старых роликах всегда на все уведомления тоже отвечаю, интересно почитать, хотя мнения бывают абсолютно разные точки зрения, но как без этого? Пишите комменты, короче, оставайтесь, подписывайтесь, нас почти 1000, ребятки, почти 1000. Обалдеть, это такой рубеж, ребята, столько пришлось поснимать, столько понять, столько сделать, чтобы к этому прийти. Впереди, кстати, ролик о музее воды, расположенном во дворце, и исторических толчках. Поэтому оставайтесь на канале, скучно точно не будет. Здесь все об Аргентине. Чао!